Здравствуйте, в эфире Институт языковой и профессиональной подготовки Карлова университета. Меня зовут Анек, а в гостях у меня сегодня Артем, наш выпускник. Здравствуйте, Артем. Здравствуйте. Давайте сразу расскажем, где вы учились и когда вы закончили. Я учился год назад, но время уже очень быстро прошло. Учился в центре Гостиваж на экономическом направлении. Отлично. Значит, подготовительный курс для подготовки к поступлению на экономические, финансовые и прочие такого рода специальности для людей, которые будут работать с деньгами. Расскажите, пожалуйста, что вы там изучали, помимо чешского? Да, помимо чешского еще также была математика и английский, но также у нас и были лекции по экономике и также специальный предмет чештина про экономию, где мы изучали еще больше словарный запас в первую очередь и какие-то еще темы, как углубленная грамматика. Угу. Сложно было учиться? В то время мне казалось, что, возможно, это не было так просто, но учась сейчас в ВУЗе, я понимаю, что тогда было довольно-таки легкое время, без каких-то сильных стрессов, и просто не было так много домашних заданий. Угу. Ну, вообще, оценивая сейчас, уже курс, который вы закончили, да, и фактически вы сейчас уже заканчиваете первый год обучения, как вам кажется, были ли эти курсы полезными, да, наши курсы подготовительные? Безусловно, тут бы я выделил, конечно, помимо работы учителей, также сами предметы, потому что они все очень важны, и я бы не сказал, что какой-то предмет где-то можно там не ходить или еще что-то, потому что математика очень важна из-за различных структур, которые мы используем в русском языке немножечко по-другому, и из-за этого потом можно плохо понимать преподавателя или самому говорить неправильно. Английский нужен, безусловно, для поддержания, потому что при интенсивном изучении чешского языка уровень английского тает как на глазах. Ну и, конечно, предметы экономические очень тоже важны, чтобы понимать какую-то суть именно в чешском, потому что большинство приезжает уже с какими-то знаниями, но их нужно немножечко трансформировать на чешский язык. Угу. И теперь скажите тогда, пожалуйста, куда вы поступили? Я поступил в ШХТ на направление экономика и менеджмент. Уже год учусь и, надеюсь, буду продолжать. Какие экзамены сдавали, чтобы поступить? Что было на вступительных экзаменах? Мне повезло, и я прошел по среднему баллу аттестата. Если на чешские оценки переводить, у меня аттестат с оценками меньше 1,5. Соответственно, это где-то 4,5 и больше. Сдавал я только чешский язык, и так как у меня был сертификат от языковых курсов Карлова университета, сам разговор, интервью продолжалось буквально 5-10 минут, и после этого меня сразу зачислили. Еще один повод учиться в УЙОП. Учитесь у нас, и результаты ваших экзаменов принимают как данность и сразу зачисляют. Видите, как хорошо. Отлично. Теперь расскажите мне, как вообще начиналась учеба? Было ли сложно начать разговаривать с преподавателями, с однокурсниками? Как вообще это было? Я бы не сказал, что это сложно. Единственное усилие, которое нужно приложить, это преодолеть какой-то страх, какой-то языковой барьер внутренний и не бояться ошибаться. Ошибки — это неплохо. Посредством их вы учитесь. И чехи очень понимающе относятся. Я бы сказал, что они, наоборот, все немножечко в шоке, как так, 1 год языковых курсов, и тут же уже учиться в университете. Для них это довольно-таки большое удивление. Поэтому они, наоборот, стараются помогать. Например, мои однокурсники, я их просил специально исправлять где-то просто грамматические ошибки, где-то помогать мне с произношением. И это очень сильно помогает. Что касается учителей и преподавателей, тут это сильно зависит на размере университета, потому что экономика и менеджмент на ВШХТ — это очень маленькое отделение, и преподавательский состав — это меньше, чем 30 человек, а первокурсников всего лишь 70, и, соответственно, все друг друга знают, все помнят имена другие, и это, безусловно, какое-то взаимоотношение, где такое более близкое, более такое домашнее, и это очень приятно, и это очень помогает изучать.
Ну, кстати, мы всегда советуем нашим студентам, студенткам, когда они выбирают, в какой вуз пойти учиться после наших курсов, мы всегда советуем обращать внимание, в том числе на какие-то либо маленькие вузы, либо небольшие отделения, потому что там обязательно будет какая-то домашняя атмосфера, где действительно преподаватели будут знать вас в лицо, по именам, и учиться, может быть, будет даже легче в этом плане именно с точки зрения просто психологической. Вы сказали, что вы учитесь на ВШХТ и на маленьком отделении. Да. Что значит маленькое отделение? Что это значит? Это маленький факультет? У нас даже, к сожалению, пока что нет факультета, но я думаю, с таким быстрым развитием, потому что количество приглашек увеличилось вдвое, а то и втрое, я думаю, скоро, рано или поздно, мы точно получим статус факультета. То есть это институт пока что? Пока что только институт, да. Вот. Но я думаю, через год-два это уже будет полноценный факультет. И как же устроено обучение в вашем институте? На самом деле довольно-таки легко. Есть обязательные предметы, в отличие, например, от ВШЭ, где студент волен сам себе выбирать свои предметы. У нас есть какая-то база, программу, которую мы обязательно должны пройти, и туда уже можно добавлять предметы по выбору, как, например, химия, связанная с экономикой, или если кому-то интересен маркетинг, много предметов из маркетинга, если кому-то интересны финансы, или, например, HR. Все это есть, все это с хорошим преподаванием, поэтому довольно-таки все это круто организовано. То есть, несмотря на то, что вы учитесь в химико-технологическом университете, у вас нет обязательных предметов по химии, это просто предмет по выбору? Да, это только предмет по выбору, и это гигантский плюс ВШХТ, в отличие, например, от того же ЧЗУ, где там есть обязательные аграрные предметы, которые большинству, точнее, не совсем всем нравятся, вот, что является такой значимым плюсом ВШХТ. Хорошо, в таком случае, что вы изучаете, вот, учась на экономике и менеджменте в химико-технологическом вузе? Первый год был в основном направлен на менеджмент и экономику самого предприятия. Очень полезный предмет, который позволяет студенту понимать процессы, которые происходят в предприятии, но также был менеджмент, была психология менеджмента, что тоже очень интересный предмет, которым в будущем придется нанимать или работать с какой-то командой. Очень полезно. А также, конечно, была математика, английский. В дальнейшем английский остается, но можно разделить этот предмет на две части и выбрать вторую часть, другой язык. Испанский, французский, немецкий, можно оставить английский, там даже есть русский, и продолжать изучение уже языка какого-то еще второго. Ну, понятно, что студенческая жизнь, она не ограничивается учебой. Для некоторых студентов учеба представляет собой, наверное, меньшую часть из всей студенческой жизни. Как вообще она устроена там у вас? Сложно в самые первые времена заметить эту студенческую жизнь помимо изучения предметов, но на Facebook-странках и на каких-то других платформах, площадках публикуются постоянно какие-то мероприятия, которые там проходят. Сам я активно участвую и как и добровольник, и также как сотрудник ВШХТ, фотографирую и постоянно зовут на какие-то мероприятия. Часть из них за помощь даже оплачивается стипендией, что безумно круто, можно немножечко, но подрабатывать также и в самом вузе. Значит, вы заканчиваете сейчас первый курс. Это значит, что у вас уже прошло или проходит второй, да? Да. Сейчас экзаменационный период, то есть первые экзамены вы сдавали где-то зимой, там, в январе-феврале, и сейчас вы сдаете их второй раз. Каково вообще сдавать экзамены в чешском вузе? Это не так сложно, если иметь какую-то систему, систематические посещения занятий и просто слушать, вникать в эти лекции. Ничего экстра, ничего сверх не требуется, какие-то базовые познания в этом предмете, который курс вам преподается. И, наверное, самая большая проблема – это все-таки языковой барьер, потому что люди, которые что-то где-то недопоняли и боятся или не знают, как правильно спросить, у них это все накапливается как снежный ком, и, соответственно, потом на экзамене это все вскрывается, и уже нету столько времени, нету столько возможностей заново выучить целый курс, целый семестр.
Поэтому, если систематически подходить к изучению предмета, то никаких трудностей, как по мне, возникнуть не должно. Ну, в принципе, как и везде, наверное. Мне кажется, в этом плане чешские вузы ничем не отличаются от любых других. Единственное, чем они отличаются, это тем, что нужно говорить по-чешски. И это всегда такой вопрос. Часто родители, когда звонят или пишут нам, пытаются узнать, они говорят, ну, вообще как это? Ну, ладно, там, учиться в вузе, но все время говорить по-чешски. Вообще, сложно ли вообще выучить чешский язык? И как это сделать? Выучить язык невозможно, потому что это процесс не заканчивающийся никогда. Можно лишь учиться с какой-то скоростью, и эта скорость, я бы сказал, сильно зависит от языковой среды. Много примеров о том, как русскоговорящие, приходя в вуз, просто закрываются в какие-то свои воздушные шарики и не говорят на чешском. Они говорят, когда надо, по крайней необходимости, но это как в магазин зайти, сказать «добрый день» и все. Соответственно, язык после языковых курсов просто перестает развиваться и даже порой деградирует, к сожалению, из-за просто не того, что они не применяют это на практике. Но если его использовать каждый день, если общаться, смотреть какую-то информацию на чешском, слушать подкасты, смотреть фильмы, несмотря на то, что даббинг чешский не очень красиво звучит, но есть какие-то чисто чешские фильмы, и их смотреть, я бы сказал, обязательно, чтобы развивать не только разговорную какую-то речь, но также и немножечко литературного чешского тоже будет полезно. Ну, кстати, у нас на блоге можно найти несколько статей, которые рассказывают как раз-таки о том, как дополнительно еще учить чешский, помимо тех занятий, которые у вас будут в школе. Это и подкасты, это и фильмы, это и какие-то, может быть, книги и статьи. Обязательно загляните на наш блог, там все это найдете. Может быть, еще пара каких-то лайфхаков от вас. Как вообще, мне просто рассказывали, что у вас очень хорошее произношение чешского языка, и даже не всегда чехи сразу отличают вас от самих себя, скажем так. Как вообще этого добиться? Акцент в любом случае есть, просто я бы сказал, что некоторые люди не так его сильно воспринимают, каждый слышит по-разному, но кто-то говорит, что какой-то словацкий больше акцент, кто-то говорит, что есть какой-то, но непонятно вообще какой. Например, преподаватель по математике сказал, что до последнего не мог поверить, что я иностранец, несмотря на то, что у меня фамилия и имя довольно-таки не чешское. Но самое главное — это внимательно слушать, как говорят чехи, и пытаться повторить. Я пробовал сам изобрел методику, выбрать какого-то персонажа, личность, которая нравится, и стараться повторять конкретные им сказанные фразы как можно просто чаще, как-то даже в голове просто это помогает, вспоминать, как работают мышцы, как работает язык, и просто долго это делать, и постепенно можно просто перенять какой-то акцент именно от этого персонажа. Но также такой лайфхак, я не знаю, почему он работает, но когда чехи говорят, у них как будто все очень сильно напряжено в области шеи, и это как раз-таки такая вещь, которую замечают часто чехи, что русский язык очень мягкий для них. И когда русскоговорящие начинают говорить чешский, мягкость это переносится. И, соответственно, ее надо как-то немножечко поменять на более твердые согласные. И это помогает как раз-таки чувствовать как будто напряжение в шее, и из-за этого тоже сильно улучшается акцент. Очень интересный лайфхак, никогда об этом не думал, что есть такое напряжение, придется понаблюдать за собой, чтобы в этом убедиться. Я думаю, что мы, в принципе, с вами все обговорили, что хотели. За сим прощаемся, спасибо вам большое, что пришли. Всем пока, ждите следующие видео.